Очень важная тема сейчас. Многие задаются вопросом, где же жить? Где же жить? Это касается не только людей, которые пострадали от войны и ищут для себя новое место жительства. Это касается, в принципе, всех людей на планете Земля. Плутон зашел в знак Водолея, и это говорит один из показателей, который говорит о том, что будут огромедные перемещения людей по всей планете. То есть люди начнут переезжать, менять место жительства. Это касается всех. И все будут вот искать вот это вот место, где же более гармонично. Все, что связано с темой недвижимости, все, что связано с темой определения для себя страны, города, проживания, конечно, заложено и в ваших показателях натальных, и в показателях той местности, которую вы для себя выбираете. И я бы советовала, конечно, в таких ситуациях записываться на консультацию. Тогда мы можем с вами разобрать более детально, где для вас наиболее гармоничные показатели. Особенно если вы кардинально меняете место жительства, соответственно, вы хотите изменения в лучшую сторону в вашей жизни более кардинальные. А для этого можно выбирать, подбирать по миру разные направления, разные страны. Но при этом всем я скажу, что отныне старайтесь понимать и позиционировать, что ваш дом — это там, где вы. То есть не ваш дом там, где ваши вещи лежат или где вы родились. Это родина, батьківщина українською. Но, тобто дім батька, да? Но если мы проговорим про те реалии, в которых мы живем сейчас, то самая безопасная и оптимистичная позиция для каждого человека — это, конечно, понимание, что мой дом там, где я есть. У меня есть вебинар, называется «Место силы — это я». И это не просто так название я подобрала, потому что уже очень-очень давно вижу и понимаю, что а, место силы самое основное, самое главное — это вы, это сам человек. И, соответственно, ваш дом тоже там, где вы есть. А вы можете ездить, путешествовать, перемещаться, вы можете жить у своих друзей, у просто каких-то там знакомых. Вы можете бывать в разных странах. Сейчас меньше в этом плане ограничений. Сейчас больше возможностей для путешествий и для изменения своей жизни, потому что местность влияет на человека, ее расположение, ее рельеф влияет на жизнь человека, люди, народ, который там живет, влияет на жизнь человека. Очень-очень много факторов присутствует. И если мы отвлекаемся на внешнее, то очень сложно сориентироваться в этом мире. И вот задача научиться понимать, что мой дом там, где я есть. Место силы — это я. А соответственно, я могу быть по всей планете Земля, где я захочу, в любом месте, а соответственно оберегать это место, эту планету, потому что я, как и каждый человек, оставляем следы. Оставляем следы либо позитивные, либо негативные. Ну, это как в таком дуальности, скажем так, в мире дуальности. И поэтому постарайтесь оставлять за собой только позитивные, счастливые следы. Не оставляйте мусор, не оставляйте грязь, не оставляйте проблемы. Если они возникают, сразу же старайтесь их разрешить. Укрепляйте себя изнутри. Не собирайте вокруг себя большое количество вещей. Вещи вас обременяют, нагружают. Они также уплотняются на энергетическом уровне вокруг человека. И, соответственно, живется не так легко и оптимистично, скажем так.
Старайтесь пользоваться малым, при этом ваше использование чего бы то ни было пусть оставляет наименьший след и максимальная утилизация и трансформация в позитивные энергии, в позитивные вибрации. Это касается всего, взаимоотношений, вашего быта, я не знаю, ну вообще всего, ваших мыслей. Вот я обо всем имею в виду сейчас, обо всем говорю. Хотя немножко и размытая. Во благо.